Путешествуя по Таиланду, нам очень понравилась тайская кухня. Мы живем сейчас в апартаментах и готовим себе сами. Мы научились готовить тайский суп том-ям. Том-ям готовится на основе куриного бульона и морепродуктов. Сегодня у нас будет легкий вариант. И что нам понадобится для этого супа? Креветок 500 грамм, грибы. В нашем случае здесь очень много вариантов. Грибы похожи на наши опята, выращивают искусственным способом. Где-то здесь 200-300 грамм. Вы можете взять вешенки или шампиньоны. Лаймонграсс, листики лайма, очень ароматные, кинза, помидоры 4 штуки, половина луковицы и 6 зубчиков чеснока. Основу нашего супа будет составлять паста для супа том-ям. Продается она везде, здесь в любом супермаркете, стоит недорого, 19-15 бат. И есть несколько вариантов. Вот такой суп нам понравился больше всего. Он на основе кокосового молока. Называется том-ям кремари. Вот такой вот пакетик. И просто том-ям паста для супа. Вот таких том-ям паст очень много вариантов продается. Просто смотрите, том-ям написано, паста, и готовите. Дальше я вам расскажу, как приготовить суп. Крупно нарезали чеснок. Чеснок ставим обжариваться на большом огне. Чеснок обжариваем на сильном огне. Лук нарезаем очень крупно, не так, как мы привыкли, а луковицу, пол луковицы беру, разрезаю на 4 части и делю на пластинки. Наш чеснок обжарился, и мы его вынимаем на тарелочку, откладываем в сторону. Закладываем лук и обжариваем его на сильном огне до золотистого цвета. Пока лук жарится, нарезаем помидоры. Наш лук готов, и мы добавляем порезанные помидоры. И продолжаем все это обжаривать. Пока наши помидоры обжариваются, нарезаем лаймонграсс или лимонная сорга и готовим грибы. Наши помидоры обжарились, и мы добавляем воду. Добавили 2 литра воды и ждем, когда закипит. Добавили также лаймонграсс и листики лайма. Как только наш суп закипел, добавляем грибы и чищенные креветки. В процессе варки мы добавляем пасту том-ям, вот такую, и готовим примерно 15 минут. Все. Такая паста продается у нас в Москве в больших гипермаркетах. Стоит недорого. После того, как я добавила пасту, суп приобретает молочный оттенок, так как в нем присутствует кокосовое молоко. Хочу заметить, что тайцы в ресторанах не заморачиваются по поводу добавления отдельных ингредиентов, а тоже готовят из полуфабриката пасты или есть специальные кубики, том-ям тоже называются, продаются во всех супермаркетах. В конце добавляем базилик и кинзу и ранее обжаренный чеснок. Наш том-ям готов. Приятного всем аппетита! Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!